Научно-технический прогресс и разработка природных ресурсов бесспорно должны оказывать благотворное влияние на жизнь человека. Однако, к сожалению, так происходит не всегда, и порой даже самые благие намерения, которыми сопровождаются очередные мероприятия по добыче ископаемых, заканчиваются настоящей катастрофой для целой группы людей. Именно так произошло с жителями небольшой деревушки, из которой им пришлось буквально бежать, ведь уже на протяжении нескольких десятилетий на месте их домов расположилось токсичное озеро из химикатов. Еще в 1970-х годах поселок Джамана в Румынии был зеленым и густонаселенным. Однако трагедия пришла, откуда не ждали местные жители. В районе их деревни были найдены огромные запасы меди, а для ее добычи использовалось огромное количество воды, которую необходимо было куда-то девать. Весной 1977-го глава государства Николай Чаушеску издал смертельный для природы указ. Он сообщил местным жителям, что под их землями найдено место рождения меди, предложив по $2000 семьям за переезд в другое место. Около 400 семейств покинули эти края, а на месте их жилищ у подножия гор начали работать шахты. Одна из них называлась Розия Пайени и за время эксплуатации стала второй по объему шахтой добычи меди на просторах Европы. Создание шахты сопровождалось и созданием озера, которое должно было играть роль сборника токсичных отходов. Однако масштабы добычи меди стали настолько крупными, что озеро быстро стало сильно токсичным. На месте деревушки стало появляться искусственное озеро, представляющее собой своеобразный водосбор, куда стекаются воды, загрязненные токсичными отходами. Чтобы закрыть долину Джаманы, рабочие по приказу правительства построили плотину, и вода затопила некогда весьма плодородные земли. Так на месте деревни появилось озеро. Вода в этом озере критически вредна для здоровья человека и окружающей среды, так как она под завязку набита цианидом и другими химикатами. Кислотность воды в озере превышает уровень кислотности человеческого желудка, а глубина озера на сегодняшний день составляет около 90 метров, и уровень этот прибывает каждый год примерно на метр. На отдельных участках можно увидеть, как в и так грязную воду стекает кислотный шахтный водоотлив. Несмотря на то, что в Джамане больше невозможно жить, не все местные покинули родное село. Изначально в этом месте остались 20 человек, перемещавшиеся ввысь по холмам по мере от того, как поднимался уровень отравленного озера. Мария Прата – одна из жителей деревни, которые остались. 70-летняя Мария провела все детство в Джамане. Она вспоминает: «Спала в хлеву, я с одной стороны, коровы с другой». На фотографии Мария и ее муж. Спустя несколько лет после того, как была сделана фотография, в деревню приехали геологи и начались разработки медных шахт. Женщина удивительно спокойно реагирует на деятельность шахт. Что сделано, то сделано. Деревня разрушена. По крайней мере, людям есть где работать. Однако, как и другие оставшиеся жители, она не может простить того, что власти нарушили одно обещание. Дело в том, что государство перед затоплением села уверяло, что переместит могилы предков жителей деревни в безопасное место, но этого так и не произошло. Около Джаманы находится старое полузатопленное кладбище, на котором большая часть могил оказались под отравленной водой. Местные хотят, чтобы их похоронили на родных холмах, но боятся, что их настигнет та же участь, что и предков, ведь уровень воды не прекращает расти. Жители деревни говорят, что виднеющийся шпиль – это единственное, что напоминает всему миру о их собственной трагедии. Сегодня туристы и журналисты со всего мира приезжают в эти места. Полузатопленная церквушка стоит как символ катастрофы, случившейся в этих краях вот уже почти 50 лет назад. Со временем кислотные воды поглотят и ее. А токсичное озеро продолжит расти и оставаться головной болью для экологов и местных жителей. Друзья, каждую субботу на нашем канале выходит новый ролик, поэтому можете подписаться на канал. А пока что можете посмотреть наш предыдущий ролик про самое радиоактивное озеро в мире.